Всем привет! Сегодня расскажу, как сделать такие стильные столики. Это довольно бюджетно и не требует каких-то особых навыков. Вам потребуется немного терпения и, конечно же, времени. Для начала выпиливаем или покупаем основу для столешницы. Шлифуем ее, если это необходимо. За основу можете взять, например, фанеру или деревянный щит. Купить такой можно в строительном магазине и подпилить до нужного размера там же. Отмеряем центр и расчерчиваем направляющие для будущего рисунка. Кстати, чтобы проще было определиться, какой именно сделать рисунок столешницы, можно нарисовать разные варианты на бумаге и посмотреть, как это будет выглядеть. Ну или в интернете вдохновиться, по классике. Отмеряем, какой длины нужны рейки, и распиливаем по отметкам. У меня это сосновые рейки из строительного магаза, они самые дешевые и легкодоступные. Покупая такие, надо учитывать, что они нафиг вообще кривущие. Нельзя просто так взять, отмерить, нарезать и сложить ровную мозаику с первого раза. Надо несколько раз приложить, проверить, все ли сходится. Где-то подрезать миллиметр, а где-то вырезать по новой. У меня вот каждый раз что-то не сходится и приходится прибегать к примитивному методу замера длины. Прикладывать и очерчивать рейку по краю столешницы. Вроде все сошлось. Теперь надо шлифануть всякие заусенцы с двух сторон и на торцах реек. А дальше одно из самых приятных дел – покраска. Покрываем рейки морилкой. Даем им немного подсохнуть. И можно пройтись сухой тряпочкой, чтобы проявить красивый рисунок волокон. Остальные рейки я покрываю белой краской. Для того, чтобы был виден рисунок дерева, можно смешать краску с растворителем, и тогда цвет получится такой полупрозрачный. На первый взгляд даже не очень заметно, какие из реек покрашены в белое, а какие нет. Зато уже в сборе мозаики на столешнице белый цвет будет выделяться. Теперь важно все это дело ровно приклеить. Клей можно взять любой для дерева, у меня ПВА. После склейки хорошо бы сверху положить какой-то груз и оставить его до полного высыхания. А вот с помощью магии монтажа обратная сторона столешницы и торцы уже тоже покрыты морилкой и высушены. Ножки для этого столика я взяла от табурета Ikea и тоже покрасила их за кадром и сделала потертости. Снимать малярный скотч офигительно приятно. Я одна такая, кому это нравится. Прикручиваем ножки. Покрываем лаком. Вот он какой хорошенький получился. Даже с ножками от икеевского табурета смотрится, как по мне, очень круто. Но это я показала самый простой способ изготовления в таком стиле. У меня есть еще такой. У него другая цветовая гамма, другой рисунок, другие ножки. Это так называемые ножки-шпильки. Они очень круто смотрятся практически со всем. Вообще, таким способом можно сделать не только столики, но еще и просто картины на стену, изголовье кровати или рабочий стол, например. Тут уже дело за вашей фантазией. Встретимся в новом видео уже совсем скоро. Всех целую, пока!